Друзья, всем привет! Меня зовут Коля, и я иногда надеваю камеру на голову и снимаю волейбол от первого лица. Но в этот раз это далеко не самый важный момент, который я бы хотел посвятить в данном видео. Не так давно я узнал, что наш друг и его семья нуждаются в помощи, и я сразу решил, что обязан постараться им помочь. Но без вашей поддержки у меня ничего не получится. Поэтому даже если вы не являетесь поклонниками данного формата, я попрошу вас не оставаться равнодушными и досмотреть вступительную часть до конца. У нашего друга Антона и его супруги есть два замечательных ребенка. И, к сожалению, у их сына Артема был выявлен диагноз системного и фонетико-фонематического недоразвития речи, диспраксии развития и смешанных специфических расстройств психологического развития. Чтобы малыш мог жить полноценной жизнью, ему необходимо в кратчайшие сроки пройти ряд процедур и курсов, которые, к сожалению, требуют значительных финансовых вложений. Точное количество этапов реабилитации специалисты пока озвучить не могут, поэтому итоговая стоимость лечения на текущий момент остается неизвестной. Сейчас Артем уже прошел первый этап рефлексотерапии, и как минимум 2 этапа ему еще предстоит пройти. Между ними планируется реабилитация в Москве или Санкт-Петербурге, что также потребует немалых финансовых средств. Я, как отец, прекрасно понимаю, что Антон и его супруга желают лучшего будущего для своих детей, поэтому не могу остаться в стороне. И я призываю вас также не оставаться равнодушными и оказать любую возможную финансовую помощь семье наших друзей для максимально быстрого и продуктивного лечения. Важна поддержка абсолютно каждого. Не оставайтесь в стороне. Реквизиты для перевода средств я оставлю в описании к этому видео. У Артема есть группа в ВК, где ведется вся отчетность по этапам лечения. Ссылку на нее я также оставлю в описании к этому видео, чтобы вы могли более детально ознакомиться с ситуацией. Всем спасибо за вашу поддержку. А теперь перейдем к видео. Чтобы вы могли получше познакомиться с Антоном, я решил пригласить его сыграть за нас один матч в рамках партнерской лиги, несмотря на то, что он уже заявлен за другую команду. Екатерина, организатор данного турнира, пошла нам навстречу, как и соперники по нашему дебютному матчу в текущем турнире, за что им безумно благодарен. Не изменяя традициям, мы не могли не навести суеты. В чем она выражается в этот раз? Наш основной связующий Дима в предыдущей игре сломал палец. Об этом я обязательно расскажу в отдельном видео. Наш резервный связующий, тоже Дима, не мог присутствовать на той игре. Так что мы попросили Антона, несмотря на то, что он диагональный, побыть связующим на матче Кубка Выбора. Но тот матч перенесли, а Антону нужно было заиграть, так что он будет пасовать у нас в этом поединке. Дима займет позицию либера. Итого мы получаем: диагональный у нас будет связующим, доигровщик диагональным, центральный блокирующий доигровщиком, а связующий либера. По-моему, все логично. Теперь нужно представить наших соперников, команду АШСК, по большей части собраны на базе бывших профессиональных игроков, в чем составе есть даже прославленный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Александр Соколов. Конечно, выходить против таких мастеров на одну площадку – это настоящий вызов, но мы постарались его достойно принять. Что у нас получилось, вы узнаете прямо сейчас. Приятного просмотра! Тут 3-2 не заберем, блин. Тут столько нету. Суммарно 3-2 заберем, нормально. Ну, плюс проиграть. Хорош. Это Тёма, да. Тут надо вот такие вот вещи смотреть. Хорош. Эй! 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 Удобно быть высоким, конечно. Планер. Пойдет. Я, супер. Мое. Сетка была. Нет, он. Я победил. Нет. Хорош. Не дошел.
Хорош. Давай, давай, все нормально. Хорош. Играй, играй, играй. Хорош. Аут? Да. Хорош, Ваняч. Жди, 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 жди. Тёма такой хитрый тип. Все равно не докинул. Эйс, эйс, эйс. Хорош тут. Не прыгает. Ой! Хорош, хорош. Да, непонятно было, да? Я Попадет, не попадет. Хорош! Не было, не было. Хорош, хорош, что лучше. Все здорово. Ненавижу пляжный волейбол. Эй! Ну-ка, поехали. Хорош! Хорош! Играй, играй, встал! Как-нибудь. Хорош! Эй, давай, работаем! Поехали! Успеем еще расстроиться, давай! Играем до конца! Хорош! Дверь! После интенсивного 10-дневного кемпа по пляжному волейболу, где я набрал около 5 килограмм, как бы это странно ни звучало, мало того, что я не смог быстро адаптироваться к классическому волейболу, так еще и лишний вес не давал мне работать на привычной высоте, что крайне негативно сказывалось на моей эффективности, которой откровенно не хватало для достижения нужного результата. Давай. Хорош, посылай! Нормально! Давай! Дотянусь. Поиграем еще, поиграем. Помимо моей низкой продуктивности в атаке, мы допускали очень много ошибок на подаче, причем в те моменты, когда использовали планер. Нам срочно нужно было что-то менять, чтобы не проиграть первый же матч в новом турнире. Да, забыл сказать, что в партнерской лиге игры проходят до победы в 2 сетах, так что этот игровой отрезок мог стать для нас последним.
Там что-то... Я бегу! Да! Я на блок рассчитывал вообще. Нет, это все. Прыгает! Я сейчас возьму, помогу. Близко, 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 близко. Эйс! 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 Я первый раз пил, где просили. Это не готовы. Эйс! Хорош! Браво, пасуй! Эй! Ё-моё! Оу! Не, все отлично, сразу. Эйс! Эй! Да. Бум! Хорош, Лёка. Эйс! 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 Браво! Играй! Я. Плотная подача. Хорош! Там. Он плотно прижимает. К линии плотно жмет всегда, Тёма. Хорош. Все же, собрав волю в кулак и в какой-то мере преодолев свой страх, мы смогли надломить соперника и чудесным образом перевернуть концовку. Стабильная агрессивная подача Егора, уверенность съем от Лехи в четвертой зоне помогли нам победить и выйти на решающий третий сет. Ну и я там где-то даже успел что-то забить. Так что мы с хорошим настроением подходили к тайбрейку. Хорош. Туда! Хайлайтер. О, великаны собрались. Все в центре, я в центре, давай. Пасуй. Сразу с четверочкой плотнее, потому что центр, ну ты видишь, с ним можно попозже, а диагональные не играют вообще. Поэтому сразу ко мне сдвигайся. Окей, босс. Ну или просто хлопом Егора, он если подает. Хорош! Туда! Конверт! Браво!
После этого момента наша игра полностью развалилась. Мы посыпались в приеме, а также начали серийно ошибаться на подаче. В матче с таким опытным соперником это было непозволительной роскошью. И по ходу короткого сета отыграться возможности уже не было. Индивидуально провел худшую для себя игру за последние несколько сезонов. И из-за этого полностью выпал из происходящего и перестал давать советы своим товарищам по команде. Надеюсь, в следующих матчах мне удастся проявить более сильную выдержку, даже если игра будет складываться не лучшим образом. Хотя, надеюсь, что в ближайших матчах успею набрать оптимальную форму. А нам предстоит аж 4 матча за следующие 3 дня. Лучший! Как скользко. Хорош, любой! Блин, давай, 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 давай! Еще! Но главное, что я хотел от этой встречи, так это заиграть Антона и постараться помочь ему и его семье в трудное время. И я надеюсь, что вы мне с этим поможете. Так что будет великолепно, что вы сможете оказать не только финансовую помощь, но и также выразите вашу моральную поддержку в комментариях. Доброта всегда помогает справиться с тяжелыми моментами в жизни. Также попрошу вас распространить данное видео, чтобы как можно больше людей могло помочь Антону и его семье. Ну, а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Берегите и любите свою семью и близких. Скоро увидимся. Пока.